Удар России по объектам США, экстренные меры Америки и вопрос о наземной операции против российских сил на ее территории, резонансные детали. Заявление Запада об аресте Путина, внезапное обращение к Москве, вывод российских войск из Украины, суд над депутатами Госдумы. Резолюция подписана. Украинцы не ждут быстрого окончания войны. Резкий спад желающих терпеть столько, сколько потребуется. Опубликованы данные опроса, как много граждан Украины готовы к территориальным уступкам. Обращение Киева к США и Европе. Зеленский запросил ответы и озвучил требования. Кто должен умолять о переговорах, Москва или ЕС? Ответ Кремлю из Брюсселя. Война в Украине – это игра в кошки-мышки. Оценка американских военных. Франция готовится к битве. Военные объекты охвачены огнем. Объявлена масштабная эвакуация и баллистический удар союзника Путина по украинским городам-миллионникам. Опубликованы цели в Харькове, Днепре и Киеве. О чем речь? Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо за поддержку. Начнем. Четвертая атака за пару недель. В ночь на 1 мая ВСУ вновь ударили по Туапсе. Массированный налет произошел спустя лишь пару дней после ликвидации предыдущих пожаров. По сообщениям оперативного штаба Краснодарского края, в результате новой атаки БПЛА произошло возгорание на территории морского терминала. Для ликвидации последствий на место брошены экстренные спецслужбы. Напомню, Украина официально заявляет, что атаки по НПЗ в Туапсе являются ответом на российские удары по украинской энергетической инфраструктуре. Сокрушительный удар по украинскому оборонному сектору. Так, главный конструктор украинской оборонной компании Firepoint, которая производит ракеты «Фламинго», Денис Штиллерман отреагировал и опроверг причастность Тимура Миндича, близкого соратника Зеленского, ставшего фигурантом большого коррупционного дела, к деятельности компании. Расследование журналистов «Украинской правды» о пленках Миндича он назвал информационным террором и ложью, которая основана исключительно на слухах и выдумках. Напомню, 29 апреля «Украинская правда» опубликовала часть аудиозаписей пленок Миндича, которые якобы получила от источников в политических кругах. В одной из расшифровок Тимур Миндич и на тот момент министр обороны Рустем Умеров обсуждали деятельность компании Firepoint. Среди тем разговора – продажа доли компании иностранным инвесторам. По словам Штиллермана, публикации в СМИ – это дело рук конкурентов. Цитирую. В настоящее время достоверно неизвестно, зачем и в чьих именно интересах распространяются эти грязные манипуляции. Однако абсолютно очевидно, что это целенаправленная информационная атака и попытка разрушить репутацию одного из лучших и самых эффективных производителей оружия в Украине. Мы не исключаем, что за этими действиями стоят конкуренты, которые стремятся лишить финансирования, остановить контракты и закрыть наше предприятие. Новобранцы хлынули в армию. Власть показала пример. В Нидерландах не успевают обрабатывать заявки желающих вступить в ряды местной армии. Об этом пишет Евроньюз. Причиной всплеска стало участие в военной подготовке 54-летней королевы Максимы, которая прошла курс в феврале этого года. Еще несколькими месяцами ранее аналогичную подготовку завершила ее дочь, наследница престола, Катарина Амалия. После этого поток заявок резко вырос. Власти назвали всплеск интереса к службе эффектом Амалии. Мол, первые люди страны показывают пример, и другие осознают свою ответственность. Резервистов уже привлекают к задачам в сфере кибербезопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации. Несмотря на то, что армейской инфраструктуры для новобранцев сейчас не хватает, официальный Амстердам планирует и дальше расширять ряды своих военных, пишут журналисты. У нас больше заявок, чем мы можем обработать, признает госсекретарь по вопросам обороны Дерк Босвейк. У нас не хватает возможностей для обучения, не хватает жилья. Нужно выдать людям форму, оружие, их нужно обучать. А для этого нужны площади. Вот такие у нас трудности на данный момент. Но это проблема из ряда роскошных. В планах Амстердама увеличить контингент армии с 80 до 100 тысяч уже к 2030 году, а в перспективе довести его до 200 тысяч человек. Украинцы не ждут быстрого окончания войны. Лишь 17% рассчитывают на завершение уже этим летом. Еще 14% до конца года. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии по итогам опроса, проведенного в конце апреля. Согласно исследованию, почти половина украинцев настраивается на более длительный сценарий войны, как минимум до следующего года. Негативная динамика и со снижением доли тех,
кто готов терпеть войну столько, сколько потребуется. Если в начале марта таких было 54%, то к концу апреля 48%. Одновременно растет доля тех, кто допускает территориальные уступки ради мира. Однако большинство по-прежнему выступают против таких уступок. Социологи отмечают, цитирую, 57% респондентов считают категорически неприемлемым передать под контроль России всю Донецкую область в обмен на гарантии безопасности. В то же время готовы на такую уступку 36%, хотя большинство из них признают, что это является сложным условием. Еще 7% не смогли определиться со своим мнением. По сравнению с началом марта 2026 года доля тех, кто категорически против, немного снизилась – с 62 до 57%. Доля тех, кто был согласен в начале марта, составляла 33%, сейчас 36%. Прекращение огня в обмен на снятие санкций. Зеленский экстренно обратился к США и Европе. Банковая требует сохранить санкционное давление на Россию. В интервью Bloomberg Зеленский заявил, что Москва добивается снятия санкций со SWIFT, чтобы их банки могли работать. Для Украины все это представляет большой риск, говорится в публикации. Он также уверяет, мирные переговоры с Россией фактически зависли, ключевое препятствие сейчас – это война вокруг Ирана. Киев не получает сигналов ни от Москвы, ни от Вашингтона, а инициатива переговоров остается в неопределенности, пишет Bloomberg. Кроме того, Зеленский отреагировал и на заявление Путина о перемирии на 9 мая. Зеленский считает, что пауза нужна Кремлю лишь для безопасности парада 9 мая, после чего атаки могут продолжиться. Кроме того, в публикации говорится, что Зеленский поручил выяснить у американской стороны детали российского предложения об этом перемирии. Цитирую. «Мы не хотим, чтобы какое-либо прекращение огня превратилось в тактическую уловку Российской Федерации». В то же время он заявил, что поддерживает инициативы прекращения огня, которые помогают защитить гражданское население и способствуют обмену пленными. «Мы всегда положительно реагируем на подлинные предложения о прекращении огня с Россией, если они существуют», подчеркнул он. В то же время Кремль обещает в ближайшие дни опубликовать данные о перемирии в мае, о котором говорили Трамп и Путин. В ЕС же заявили, что такие закулисные переговоры вызывают много вопросов. Кая Каллас заявила, что Россия не заинтересована в реальном диалоге и лишь имитирует переговоры. Она также считает, что Европа не должна унижать себя, выступая в роли просителя и умоляя Москву о переговорах. По ее словам, необходимо изменить позицию так, чтобы Россия сама была вынуждена перейти к реальным переговорам. Мирные переговоры по Украине действительно зашли в тупик. На самом деле там ничего не происходит. Конечно, когда мы видим эти звонки между президентом Трампом и президентом Путиным, остается множество вопросов без ответов, учитывая, что Россия открыто хвалит героическую борьбу Ирана против Америки. Означает ли это, что на Россию также оказывается большее давление, поскольку она помогает Ирану вести войну против них? Заявление Запада об аресте Путина. Без правосудия не будет мира. Так считают в Европарламенте. Там требуют трибунала для России. Накануне в Страсбурге приняли резолюцию, в которой осуждаются российские атаки по украинским городам. В документе говорится, что Россия грубо нарушает международное право. Кроме того, в опубликованной резолюции представители Запада обращаются к Кремлю. Одно из главных требований – прекратить удары. Кроме того, Россия должна вывести войска с международно признанной территории Украины, говорится в документе. Европарламент также требует наказания не только для представителей Кремля, в частности Путина. Теперь в список включены депутаты Госдумы и судьи Конституционного суда. Депутаты Европарламента также требуют, чтобы некоторые страны не забывали выполнять требования МУС по аресту тех, на кого выдан ордер. И выразили недовольство действиями США. И вот почему. Выражает крайнюю озабоченность в связи с санкциями США против Международного уголовного суда и его прокуроров, судей и сотрудников, которые подрывают всю его текущую следственную и обвинительную работу и представляют собой серьезное нападение на систему международного правосудия. Война в Украине – это игра в кошки-мышки. Так тактику украинцев и россиян описал подполковник армии США Майкл Крайер, который участвует в масштабных учениях на территории Германии. В частности, он акцентирует внимание на том, как одна сторона разрабатывает новые технологии, а другая тут же создает средства противодействия. На немецкой территории в эти дни проходят масштабные военные учения США. В Хоенфельсе солдат готовят
к современному полю боя. Более 3600 военнослужащих участвуют в маневрах, направленных на подготовку к крупным наземным операциям. Американские военные говорят, что главная задача – это сдерживание угроз и демонстрация силы союзникам по НАТО. На полигоне задействовано около 600 беспилотников, из них десятки одновременно находятся в воздухе. Они выполняют разведку, наносят удары и доставляют снабжение в реальном времени. Военные подчеркивают, идет настоящая революция, дроны и радиоэлектронная борьба полностью меняют характер войны. Отмечу, что учения проходят на фоне недавних заявлений Трампа о возможном сокращении американских войск в Германии. Я думаю, сам факт того, что мы здесь находимся, действительно отражает поддержку нашей страной, НАТО и нашим союзникам. Мы выполняем миссию сдерживания, но также миссию обеспечения уверенности. Мы здесь, чтобы сдерживать любую агрессию и одновременно поддерживать наших союзников и партнеров. И один из способов, которым мы можем этому способствовать, это наращивание и демонстрация боевой мощи. Баллистический удар Ирана по Киеву, Харькову и Днепру. В соцсетях обсуждают появление нового видеоролика, сгенерированного искусственным интеллектом. Подобные часто публикует Иран. И на этот раз в этом ролике Тегеран обвиняет Украину в причастности к убийству верховного лидера Али Хаменеи. В коротком видео указываются адреса украинских объектов в городах-миллионниках, которые якобы участвовали в организации атаки на Хаменеи. Ролик содержит анимацию ударов и заканчивается черным экраном с надписью «Одна месть за всех». Отмечу, что до конца не ясно, кто автор этого ролика и почему он появился именно сейчас, но напомню, что в конце марта Иран обвинял Украину в соучастии в агрессии. Это была цитата. Возможно, автором ролика являются и вовсе не представители Тегерана. Объявлена масштабная эвакуация, спецслужбы подняты по тревоге. Власти задействовали авиацию для тушения масштабных пожаров. Нидерланды в центре внимания. Там огнем охвачены военные полигоны и не только. В стране за сутки вспыхнули как минимум 5 пожаров в разных локациях. Военные объекты охвачены огнем. В районе Верд загорелся военный полигон. Пожар происходит вблизи границы с Бельгией. Дым уже фиксируется на сопредельной территории. К тушению подключаются иностранные службы. В зоне риска оказался Кемпен-аэропорт. Объект полностью эвакуирован. Рядом находятся топливные хранилища, что усиливает опасения по поводу возможной детонации. Срочная эвакуация проведена и в Будел. Вывезено около 1500 человек из центра размещения беженцев. Одновременно крупный пожар продолжает бушевать в Кессе. Еще один очаг в Ойрсхотце-Хайде. Там пожар вышел из-под контроля. Не хватает воды, задействованы десятки единиц техники и более сотни спасателей. В небе работают военные вертолеты Boeing SH-47 Chinook. Площадь возгорания достигает сотен тысяч квадратных метров. Власти экстренно рассылают предупреждения населению, призывая закрыть окна и избегать дыма, а причины таких масштабных пожаров пока выясняются. Массовые десантные высадки, истребители, ударная авиация, дроны и переброска тяжелой бронетехники. Франция готовится к войне. Макрон все контролирует лично. В стране разыгрались сценарии полномасштабного конфликта. Речь об учениях «Орион-26», крупнейших маневрах со времен Холодной войны. Они продолжались почти 3 месяца и завершились всего несколько часов назад. Учения моделируют конфликт высокой интенсивности с боями за территорию, ударами по инфраструктуре и координацией союзных армий. В них участвовали более 12 тысяч военных из более чем 20 стран. В финальной фазе отрабатывали наступление коалиционной группировки против условного противника, напавшего на одного из союзников. Этот этап лично посетил президент Эммануэль Макрон. В своей речи он призвал военных добиваться того, чтобы Францию уважали союзники и опасались противники. Учение «Орион» позволило проверить способности европейцев действовать совместно. Оно показало, что европейцы способны проводить операции такого масштаба, а Франция выступать в роли ведущей страны. Удар России по американским объектам под прицелом, космическая инфраструктура Штатов и Запада. Речь о спутниках Америки и ее союзников. О такой масштабной атаке России вновь пишет западная пресса. По данным экспертов, Россия может разрабатывать противоспутниковую систему с ядерной боеголовкой для поражения аппаратов на низкой орбите. Главная цель — спутники связи и разведки, включая те, что помогают Украине передавать интернет и военные данные. Об этом говорится в новом материале Forbes. А особое внимание уделяется системе Нудоль, которая, по оценкам, может быть модернизирована под ядерное оснащение.
Ядерный взрыв в космосе способен вызвать мощный электромагнитный импульс и вывести из строя тысячи спутников. Под угрозой окажутся не только инфраструктура связи, но и экипажи орбитальных станций. США уже рассматривают ускоренное развитие космической обороны и системы перехвата, говорится в материале. И на этом фоне эксперты, в частности Виктория Самсон, которая является главным директором по космической безопасности и стабильности в одном из ведущих аналитических центров США по космической обороне, допускают, что США могут пойти на превентивный удар в результате наземной операции. Процитирую. Самсон прогнозирует, что команда специально подготовленных американских команд смогла бы быстро уничтожить российскую ядерную противоспутниковую систему до ее взлета и покинуть место операции до того, как какие-либо кремлевские представители смогут остановить их действия. Напомню, это не первое сообщение из США и в целом из стран Запада о подготовке ядерного удара России в космосе. Москва обвинения отрицает. В Кремле заявляли, что никогда не нарушали и не нарушают договор по космосу, который запрещает размещение ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения на орбите. В РФ также заявляли, что выступают против милитаризации космоса и размещения ударного оружия там, в отличие от США. Он может ее наконец-то получить. Трамп среди претендентов на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Рейтер. По данным агентства, на премию 2026 года подано 287 номинаций, и Трамп, вероятно, входит в этот список. Его кандидатуру ранее публично выдвигали лидеры нескольких стран, включая Израиль, Камбоджу и Пакистан. При этом официально подтвердить номинацию невозможно. Список кандидатов засекречен на 50 лет. Тем временем в самом комитете отмечают рост числа новых претендентов в этом году. И он снова вышел из тени. В центре Лондона появилась новая работа художника Бэнкси. На этот раз не граффити, а полноценная скульптура. Ее установили ночью на площади Ватерлоу, рядом с правительственными зданиями и официальными памятниками. Художник изобразил мужчину в деловом костюме, который шагает вперед к краю постамента. Но его обзор полностью закрывает развивающийся флаг, который он держит в руке. Авторство Бэнкси подтвердил сам лично, он опубликовал видео скульптуры в Instagram. Работа мгновенно вызвала споры, и ее трактуют как критику национализма и политической слепоты. Скульптура появилась в одной из самых охраняемых зон британской столицы. Друзья, на этом все. Спасибо вам за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно за каждый ваш комментарий, лайк и репост. До встречи уже завтра.